Ну что же, не буду затягивать вступление. У нас рынок сейчас движется, это мне нравится, на фоне этого решил начать торговую сессию. Начинаем с баланса с такого же, на каком закончили вчера, 1060 долларов, риск на одну сделку 1,5%, риск на всю торговую сессию 5%. Зашел в сделку, увидел, что после сильного падения мы особо никуда не идем, стали в такой боковик. И при этом движение вверх понемножечку плавненько идет, но со временем оно продается. Тут такая же похожая ситуация начинается, но, как мы видим, сильно никакого роста не происходит. Поэтому у трейдеров есть возможность заходить по тренду, ставить какой-то короткий стоп-лосс и возможность открывать шортовые сделки вполне неплохая. Поэтому, как мне кажется, большинство трейдеров будут здесь открываться по тренду, заходить в шорт, и я попытаюсь взять какой-то импульс вверх, наверное, на обновление вот этого вот максимума. Okay, let's go. Понемножку подходит у нас к нашему take профиту, и у меня прям получилось очень хорошее место для точки входа. Зашел я прямо перед началом вот этого роста, и сразу же пошел рост. Прям, я думаю, и тут повезло, либо же какой-то опыт, но в любом случае точка входа была прям классная, и плавненько сразу ушли к take профиту. Зашел во вторую сделку, у нас монета очень сильно растет, и в какой-то момент мы подошли к сильному уровню. Тут также есть круглое число, и от которого мы начали плавненько замедляться сразу, а теперь и какие-то красные свечи рисовать. На этом фоне мне показалось, что у трейдеров появляется возможность поставить короткий стоп-лосс и потенциально взять какой-то либо же откат, либо же там разворот. Поэтому здесь можно заходить с хорошим соотношением в шорт, и нету какой-то уверенности, что мы сразу же его пробьем. Также здесь цена очень начала в моменте медленно двигаться вниз, не было никаких сильных импульсов, а если движется медленно, то дают трейдерам открывать позиции. Поэтому я открыл здесь лонговую сделку и попытаюсь взять, наверное, вот это движение на обновление вот этого максимума. Идет импульс в нашу сторону. Тут мы видим, что у нас на круглом числе был очень большой объем, и за него мы поставили свой take profit. Нас быстренько закрыло, собрало всех стоп-лосса здесь шортистов, и я получил свой take profit. Быстро открыл третью сделку, монета очень волатильная, и по идее тут она должна буквально за несколько секунд закрыться. Надеюсь, в профит. Она очень сильно растет, сделали какой-то откат, и сейчас понемножку продолжается рост. Мне кажется, трейдеры могут открывать позиции на продолжение роста, и поэтому я открыл здесь шортовую сделку. Также увидел, что у нас понемножечку мы плавненько росли, как будто дают возможность открывать здесь позиции. Поэтому открылся я в шорт, но, кстати, тут она очень волатильная, и по идее любой какой-то импульс вверх нас здесь может закрыть в убыток. Ну давайте отмеряем процентика 2 от этих значений и поставлю я свой take profit. Но, скорее всего, нас здесь закроет по стопу. Да, эта сделка закрылась в убыток. Зашел я еще раз в эту сделку, но, скорее всего, я здесь мог ошибиться. Увидел, что мы стояли вот в этом накоплении небольшом. Мы вышли вниз, собрали всех тех, кто здесь заходил в лонг на продолжение движения. И мне показалось, что вот сейчас мы пойдем обновить вот этот небольшой максимум и собрать всех тех, кто заходил здесь в шорт. Потому что случился резкий импульс, мы начали быстро идти, и мне показалось, что сейчас может произойти быстрое какое-то движение вверх. На этом фоне я открыл лонговую позицию, вижу, что монетка иногда очень быстро ходит, мне показалось, что сейчас может такой момент случиться, поэтому я здесь открылся и хотел просто взять небольшое такое движение вверх. Но
Сейчас я был уже не уверен, подумала, что возможно меня развели, но вроде как все-таки движение понемножечку идет в нашу сторону. Что-то мне здесь не нравится. Нужно было закрыть по безубытку, я уже отменил свой take profit, хотел закрыться по безубытку, но сейчас посмотрим. Наверное, так и нужно будет сделать. Понемножечку подставлю свой стоп-лосс, чтобы уменьшить риски, и, наверное, просто возьму здесь и закроюсь. Да, сейчас может пойти в то место, в которое я хотел, и оно, кстати, идет. Но что-то у меня чуйка какая-то была, не знаю. Тут эта ситуация в моменте мне не понравилась. Я зашел в нее очень быстро, как-то импульсивно, и лучше решился закрыть и не рисковать. Планирую открыться по вот этой вот монетке. У нас есть какой-то уровень поддержки, и мы очень показательно поджимаемся к нему. Также мы находимся сейчас на максимумах возле небольшого круглого числа, которое мы пробили недавно. И как будто бы, в принципе, сейчас может случиться какой-то резкий сквиз вниз, либо же откат начать формироваться. Но в любом случае мы очень наглядно и начинаем поджиматься к уровню поддержки. Складывается впечатление, что мы его можем сейчас пробить, и я попытался зайти здесь. Да, открыла меня на всю сумму. Так, быстренько поставлю свой take profit, точнее стоп-лосс в нужное место. Мне показалось, что мы очень наглядно поджимаемся, и здесь трейдеры будут открываться в шорт. Поэтому я хочу взять какое-то импульсное движение там в 1%, просто на забор стопов всех тех, кто здесь заходит с большими плечами в шорт. Мне здесь нравится, что цена идет не очень агрессивно наверх. Есть периодически вот такие какие-то вкаты, сквизы небольшие вниз. Вот сейчас какая-то красная свечка стоит на одном месте. Непонятно, пойдет вверх или нет. На этом фоне трейдеры также могут спокойно открывать здесь шортовые сделки. Попытаться там, не знаю, рисовать какую-то уже новую зону сопротивления. Еще что-то дорисовать, додумывать. И это все может играть нам на руку. Потому что будут заходить больше шортистов. И это дополнительное топливо для реального движения вверх. И, кстати, нас забирает здесь по take profit, в принципе, отличная сделка. Зашел в еще одну сделку. У нас монетка также очень сильно растет. И в какой-то момент сформировался на небольшом откате уровень такой поддержки. Мы возле него немножко постояли и по чуть-чуть начали пробивать. И потенциально здесь также можно заходить в шортовую сделку, если мы видим, что уровень у нас пробивается, но движения нету. Также у нас понемножечку замедляется здесь движение, и мне показалось, что у трейдеров есть возможность ставить короткий стоп и потенциально заходить, если уровень пробьется, может быть какое-то большое движение вниз. А снизу у нас просто пустота, и потенциально может быть большое движение вниз. Поэтому тут шортить довольно-таки неплохой вариант. Можно взять потенциально хорошую шорт-позицию с неплохим соотношением. Поэтому мне показалось, что здесь трейдеры будут открывать больше шортовых сделок. И я на этом фоне зашел в лонг. И почти сразу же у нас импульсным движением идет вверх. И эта сделочка закрывается у нас под take profit. Я даже в моменте немножко упустил. Не на тот объем закрывался, но в любом случае сделка закрылась у нас под take profit. Хоть рынок сейчас и летит, и куча разных ситуаций по моей стратегии сейчас формируется, но я заметил, что у меня на балансе я начинал с 1060, сейчас больше 6% еще заработал, поэтому нужно сделать перерыв. Потому что я чувствую, что если я, например, получу там какие-то несколько убыточных сделок, я буду там как-то морально себя хуже чувствовать и еще что-то, поэтому, наверное, буду заканчивать на таком балансе. Пойду отдохну, у меня есть еще какие-то дела сегодня, возможно, вечерком, если будут интересные ситуации, запишу еще одну торговую сессию. Вот так останавливаемся на таком балансе, и на этом буду заканчивать данное видео.